Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Андрей Хавратов. И сегодня замечательный день, сегодня 23 февраля 2018 года. И чем он знаменательный и замечательный? Ну, во-первых, по двум причинам. Первая причина, я вчера звонил Анатолию Дарчевницкому и выразил ему огромную благодарность за знакомство с ним 4 года. То есть 22 февраля 2018 года мы познакомились с Анатолием Даровичем Юницким и начали продвигать, я начал продвигать, делал и технологию Skyway, идею Skyway, и продвигать вообще это направление, потому что считаю, что это одно из ваших таких высочайших достижений науки и техники этого тысячелетия. Это необходимо внедрить в очень короткие сроки. Ну а вторая причина, почему сегодня знаменательный день, 23 февраля сегодня. Сегодня День защитника Отечества, хотя для меня, как для человека, который принимал присягу Советскому Союзу, родине своей, да, это праздник Советской армии, военно-морского флота. Это такой хороший праздник, где мальчикам дарили всегда в школе девочки какие-то подарки, потом дарили носки и платки носовые и пену для бритья, ну и так далее, да. Но всегда ассоциировалось, что это мужской праздник, это День защитника Отечества. Это такой вот, в советское время этот праздник не был красным днем календаря. Сегодня в в России, по крайней мере, это красный день, 3 дня будет отдыха и красный день календаря, я имею в виду, да. Поэтому, дорогие мужчины, дорогие, скажем, мужское население планеты, поздравляю вас с этим замечательным днем. Да, я знаю, что и защитники Отечества есть женщины, но женский день у нас будет буквально через немножко дней, 8 марта, и я вас тоже поздравлю. Но мужчин хотелось бы поздравить с этим замечательным днем. Вы знаете, 21 век – это век информационного технологий, это век информации, которую нужно очень быстро понимать и внедрять ее, и иметь очень глубокое и огромное видение многих процессов, как экономики, бизнеса, финансов, инвестиций и так далее, и так далее. И вот, дорогие мужчины, хотел бы пожелать вам в очередной праздник 23 февраля, чтобы вы были сильные, чтобы вы были мощными, чтобы вы были смелыми, чтобы вы были умелыми, молодцами такими. Даже если вам 70 лет сегодня, чтобы вы были как огурчик такой, молоток, грубо говоря. Если вы молодой парень, там, вам 17 лет, 16, у нас есть ребята с нами, вот был на презентации недавно, парни были 15 лет, и я говорю, как родители к этому относятся, говорят, да, ну нормально, я же сам себе жизнь обеспечиваю. Поэтому, дорогие мужчины, дорогие дедушки наши, дорогие наши друзья, хочу поздравить, чтобы в этот день, вы знаете, 21 век, он очень интересный, и я вспоминаю, когда мне было лет где-то 12-13, мы думали, как же я буду жить в 2010 году, как же я буду жить в 2015 году, вот уже 2018 год, представляете, и мы живем, и я сейчас записываю это видео на коробочку, которая называется телефон мобильный. И тогда в научной фантастике, которую я читал, даже про мобильные такие телефоны мы вообще не читали, хотя про такие вещи, вот, которые я вас вещаю сейчас и записываю, примерно похожие были в этих научных фантастиках. Ну вот, хочу сказать, что сейчас идет информационная война. Сейчас, вы знаете, совсем недавно статья вышла от компании Skyway, да, в 21 век, Третья мировая транспортная, да, кто же победит. Вот я считаю, что победа будет за нами, за Skyway. Во всех направлениях. Вы знаете, сейчас появилась такая точка невозврата. Недавно мы познакомились с человеком, который возглавляет в компании, не возглавляет, а работает в компании по стратегическому развитию, именно в компании Skyway, заостренные технологии. Его зовут Павел, и чем он мне понравился, он сказал одно, во-первых, такой вот масштабно мыслящий человек, большими мерками мыслит, сейчас продвигает Skyway во многих направлениях, на азиатских рынках, на Дальнем Востоке, вернее на Ближнем Востоке. И что мне понравилось, есть такая фраза,
когда уже технология приходит, или вообще как приходит какая-то идея или что-то в мир, то невозможно это остановить, потому что мир готов к принятию этой информации или этой технологии. Ну, как точно так же, как пришел интернет, невозможно было остановить интернет, хотим или не хотим. Да? Вот сегодня приходит Skyway, он пришел, и невозможно это остановить. И сегодня огромные процессы, сегодня многие в разных направлениях, бизнес-кругах, политических, общественных, понимают, что Skyway сегодня это просто необходимость для нашей жизни, которая внедрится в ближайшее время. Так вот, нам для того, чтобы продвинуть Skyway, для того, чтобы нам войти в рынок с объемом в 500 триллионов долларов, мужчины, я еще раз хочу вам сказать, мужчины, вдумайтесь, рынок с 500 триллионов долларов. Это объем рынка, который мы хотим сделать вообще, скажем, построить Skyway за 30 лет. Хотя Skyway Invest Group подписал контракт на 20 лет, и одна из причин была, что я хочу это за 20 лет, 50 миллионов километров дорог, чтобы было построено по всему миру. Так вот, дорогие друзья, объем рынка в 500 триллионов долларов. Я хочу, чтобы вы понимали один важный момент, что в сравнении, чтобы вы понимали, страны G20, внешний долг стран G20 176 триллионов долларов. А мы входим в рынок с объемом в 500 триллионов долларов. И те люди, и те организации, которые будут помогать продвигать Skyway, в ближайшие 20 или 30 лет смогут заработать от 10 до 20%. Это примерно от 50 до 100 триллионов долларов распределится между многими людьми. Я бы хотел, чтобы это были простые люди, чтобы это люди были, которые сотрудничают в направлении многоуровневого краудинвестинга. И я бы хотел, чтобы эти люди стали очень богатыми, обеспеченными людьми только за продвижение компании Skyway. А еще эти люди создадут огромный капитальный доход, то есть активы, которые будут кормить их детей, их внуков, правнуков и прапраправнуков, дальнейшие поколения. Так вот, это мое желание, потому что я, кто знает мою миссию и желание с компанией Skyway Invest Group, это чтобы 15% населения планеты поддержало Skyway. И я имею такую цель и миссию помочь в течение 3-5 лет миллиону человек создать капитальный доход более 1 миллиона сегодня долларов США, да, там, ориентировочно эквивалент 1 миллиона долларов США. Если для России это 60 миллионов рублей, для других стран пересчитайте, умножьте на курс доллара. Так вот, дорогие друзья, дорогие, скажем, братья, дорогие товарищи, дорогие наши соотечественники и вообще земляне, кто живет на планете Земля, мужчины, обращаюсь к вам, для того, чтобы нам продвинуть технологию с объемом рынка в 500 триллионов долларов, необходимо быть очень мужественным, очень сильным, нужно иметь очень серьезный потенциал. И я хочу сказать, что, дорогие друзья, мы с вами это сделаем, потому что время пришло. С 23 февраля вас, с Днем защитников Отечества, с мужским праздником. С вами был Андрей Хавратов.